Так что давай сегодня посмотрим это видео. Я думаю, что многие люди были сбиты с толку рекламы и Google. Они постоянно меняют свой интерфейс. Иногда это кажется просто ошеломляющим. И поэтому моя цель сегодня максимально упростить это для вас, а затем помочь вам принять некоторые решения о типах рекламы, которые вы, возможно, захотите показывать. А также о некоторых других функциях, и вы сможете, знаешь, есть вещи, которые могут показаться немного запутанными. Я хочу прояснить все это в сегодняшнем видео. Так что давай продолжим и перейдем к делу прямо сейчас. Так что я просто занимаюсь рекламой. Воспользуйся Google.com. Они немного изменили интерфейс, и если в какой-то момент этого видео ты скажешь: «Эй, это выглядит не так, как на моей странице», то это хорошо. Но общие детали и то, что мы будем обсуждать сегодня, будут очень похожи, независимо от того, на какой странице вы окажетесь в конечном итоге. Хорошо? И ближе к концу я поделюсь некоторыми из этих тактик привлечения клиентов по очень хорошей цене. А также расскажу о том, как оптимизировать рекламу и некоторые другие, а также другие маркетинговые советы. Так что давай продолжим и нажмем на кнопку «Пуск» прямо сейчас. И вот теперь они собираются забросить нас на эту страницу, чтобы создать нашу первую кампанию с помощью Google Ads. Так что давайте немного пройдемся по их процессу и создадим нашу первую кампанию. Так что я просто введу название нашей компании. Так что в этом видео я просто назову Central Media, которая является нашим маркетинговым агентством. Я просто собираюсь сделать рекламу для нашего маркетингового агентства для других людей, которые хотят продвигать свой бизнес на рынке. А затем я размещу ее на нашем сайте centralmedia.com, и тогда мы сможем нажать «Далее». Все в порядке, так что теперь они предоставят нам возможность связать наши аккаунты. Таким образом, мы сможем связать наш канал на YouTube, мобильное приложение, наш бизнес-профиль в Google или наш номер телефона. Знаешь, я пока пропущу все это. Это немного облегчит тебе задачу, если в будущем ты захочешь показывать различные типы рекламы. Но вы всегда можете вернуться и добавить их позже. Но знаешь, если у тебя есть что-то из этого, не стесняйся добавить это прямо сейчас, если хочешь. А еще, знаешь, я рекомендую либо перейти на другую вкладку для этого видео, либо даже просто взять ручку и лист бумаги и написать несколько слов. Рассказывайте все по мере того, как мы будем проходить здесь, чтобы вы могли как бы следить за происходящим. Все в порядке, так что я просто нажму здесь «Пропустить». Все в порядке. Теперь мы определяем, в чем заключается цель нашей компании. И ты можешь ставить перед собой разные цели. Ты можешь создавать разные компании. Так что не переживай по этому поводу. Например, если у тебя стресс и ты не знаешь, на какую из них нажать, все в порядке. Я просто разберу некоторые из них здесь для тебя. Так что покупками могут быть любые физические товары. Так что если ты продаешь подобные товары на Shopify, у тебя есть бизнес в сфере электронной коммерции, это, вероятно, тот вариант, который ты бы выбрал. Или даже услуги, которые тебе нравятся. Как будто я собираюсь использовать здесь покупки, хотя мы продаем услуги для нашего маркетингового агентства. А затем, посмотрев на эти две страницы, заполните форму заявки и укажите потенциальных клиентов для телефонных звонков. Это действительно полезно для людей, которые, возможно, занимаются бизнесом, основанным на предоставлении услуг. Например, занимаются ландшафтным дизайном, сантехникой или чем-то в этом роде. Вы, вероятно, просто захотите собрать потенциальных клиентов, не так ли? Может быть, у тебя есть номера телефонов и электронные письма, чтобы ты мог продолжить работу с ними. Так что, если ты занимаешься каким-либо видом продаж, это может быть действительно полезно для простого сбора потенциальных клиентов, и либо для того, чтобы они звонили тебе. Либо ты сам звонил им, либо каким-то образом получал их контактную информацию. Кроме того, у нас есть такие параметры, как просмотр страниц и узнаваемость бренда, и мы даже можем нажать «Посмотреть больше». И у нас есть другие варианты, которые могут быть очень специфичными для вас. Например, если у вас есть мобильное приложение, и вы хотите, чтобы люди скачивали ваше приложение, вы бы выбрали это в качестве цели своей компании. Кроме того, у нас также есть очень специфические типы потенциальных клиентов. Если мы ищем людей, которые могли бы подсказать нам дорогу к нашей компании, к нашему бизнесу, то мы могли бы нажать на это. Вот здесь представлены все наши различные варианты. Я просто нажму на кнопку покупки для этого товара, а затем продолжу. Так что я нажму на кнопку «Далее». Хорошо, и вот теперь мы подошли к тому моменту, когда я настроил рекламу для многих наших клиентов и все такое прочее. И каждый раз, когда я это делаю, появляется как будто новая страница. Так что если ваша страница отличается от этой, ничего страшного. Но они уже много чего сделали. Они сильно изменили интерфейс, и это меня немного раздражает. Поэтому они хотят, чтобы мы выбирали темы, потому что они хотят сделать это как можно проще. Но когда они пытаются все упростить, становится трудно эффективно размещать рекламу. Вот что я собираюсь сделать. Если вы увидите эти маленькие три точки вверху, я нажму на них и перейду к просмотру других типов компаний. Потому что прямо сейчас мы участвуем в так называемой кампании Performance Max, которая заключается в том, что они хотят, чтобы вы размещали рекламу везде. Они хотят, чтобы ты разместил рекламу на YouTube. Они хотят, чтобы ты размещал рекламу в виде медийной рекламы, поисковой рекламы, например, в Gmail. Они хотят, чтобы ты размещал рекламу везде, потому что Google просто хочет, чтобы ты тратил кучу денег. Все в порядке. И поэтому я собираюсь нажать на кнопку «Просмотреть другие типы компаний». И это даст мне больше гибкости в выборе конкретной рекламы, которую я хочу запустить для своего маркетингового агентства. Вот видишь, если ты нажмешь на эти три точки и попадешь на эту страницу, значит ты на нужной странице, хорошо? И если у тебя возникнут проблемы, оставляй комментарий внизу, и я постараюсь ответить. Или не стесняйся писать мне в Instagram или Twitter, и я тоже постараюсь тебе помочь. Но имей в виду, я очень занят, так что сделаю все, что в моих силах. Но в любом случае, Google рекомендует использовать по умолчанию значение Performance Max, где они по сути создадут для тебя рекламу. А затем запустят ее в Google, на YouTube, в Gmail, покажут рекламу, а также обнаружат
обнаружат. Это просто ошеломляет. Все в порядке. И я думаю, послушай, я показываю рекламу в Google уже более 10 лет. И что я предлагаю сделать, так это сосредоточиться на одном типе рекламы, стать по-настоящему хорошим специалистом в этом типе рекламы. А затем вы можете расширить свой кругозор и попробовать запускать другие типы рекламы. Реклама. Так что давай просто нажмем на кнопку подробнее здесь. Вот все виды рекламы, которые мы можем размещать в сети Google. Мы можем размещать поисковую рекламу, и это именно то, что я хочу сделать, и что я собираюсь показать вам прямо сейчас, потому что я думаю, что это действительно эффективно. Поисковая реклама — это по сути то же самое, что, допустим, кто-то ищет информацию о маркетинговом агентстве в Филадельфии, верно? Вот эти всплывающие окна — это поисковая реклама в Google. Вот это здесь, вот это здесь, вот это здесь. Все это поисковая реклама. Даже эта реклама также является поисковой в Google. Я думаю, что большинству людей она нравится, когда вы думаете о рекламе Google. Именно об этом вы и думаете. Прямо сейчас я покажу вам, как ее создавать. Но у нас также есть медийная реклама. Так что она может появиться, например, на веб-сайте CNN, и сбоку появится реклама. Это будет медийная реклама. У нас есть видеореклама, которая может появляться в видеороликах на YouTube. А также реклама приложений, поисковая реклама, интеллектуальная реклама. Они действительно активно используются в различных видах рекламы. Но я просто выберу поиск здесь, хорошо? И если ты ищешь что-то другое, то все в порядке. Ты можешь добавить что-нибудь позже. Но поверь мне, когда я говорю это, очень важно просто определить один тип рекламы и хорошо в нем разобраться, прежде чем пытаться использовать все разные типы рекламы. Так что я не совсем понимаю, почему они заставляют всех работать на максимуме производительности. Я думаю, они просто хотят заработать кучу денег на людях. Так что я собираюсь нажать на поиск, а затем продолжить здесь. Так что давай нажмем далее. Все в порядке, а теперь мы выберем ключевые слова для нашей рекламы в Google. Все в порядке. Так вот, они только что извлекли все эти разные ключевые слова с нашего веб-сайта. Так что я собираюсь пойти дальше и удалить почти все из них здесь, потому что реклама, которую я хочу создать, предназначена для маркетинга подобных услуг в местном районе Филадельфии. Так что надеюсь, ты добрался до этой страницы. И если это так, то это действительно важно. Итак, когда мы вводим ключевые слова, люди ищут именно это, и именно так мы появляемся в результатах поиска. Таким образом, существует три разных типа запросов. Если ты нажмешь на это или просто наведешь курсор на этот вопросительный знак, то увидишь. Если мы просто ведем слово, то получим полное совпадение. Например, если мы ведем маркетинговое агентство Филадельфии, то в основном люди, которые ищут что-то, что как-то связано с этим, могут увидеть ваше объявление. Например, если они введут поиск и выберут маркетинговое агентство Филадельфии, возможно, они будут искать рекламное агентство Филадельфии или цифровую рекламу в Филадельфии. Это все равно может появиться. Ваше объявление все равно может появиться при поиске по этому термину. А теперь, если мы что-нибудь предпримем, вернемся к этому вопросительному знаку и воспользуемся этим в качестве руководства. Если мы заключим это в круглые скобки или, извините, в кавычки, то получится точное соответствие фразы. Таким образом, соответствие фразы будет таким. Допустим, мы хотим создать агентство цифровой рекламы. И когда мы заключаем это в кавычки, это по сути означает, что фраза должна соответствовать. Это может быть не по порядку, но эти слова должны быть там, когда кто-то ищет. Так что, когда кто-то ищет агентство цифровой рекламы в Google, наше объявление может появиться в разделе «Спонсоры». Если кто-то ведет агентство цифровой рекламы или агентство для цифровой рекламы, мы все равно можем появиться, если фраза совпадает. Так что если в заказе есть эти слова, это не имеет значения, ваше объявление все равно может появиться. И тогда у нас будет точное совпадение, которое мы и будем использовать, используя скобки. Хорошо. Так что если мы добавим вот эти скобки, то предположим, что мы хотим создать маркетинговое агентство в Филадельфии, и мы поместим это в эти скобки. А теперь скажите кому-нибудь, что это точное совпадение. Хорошо, значит, кто-то должен буквально вести маркетинговое агентство Филадельфии, чтобы наше объявление появилось. Если они введут маркетинговое агентство Филадельфии, наше объявление не появится, потому что мы заключили его в эти скобки. Таким образом, эти варианты простого текста, постановки кавычек или добавления скобок точно определят, кто увидит это объявление. Если речь идет о чем-то широком или если вам нужна точная фраза. Так что я бы пошел дальше и заполнил несколько таких вот формул. Ты можешь вернуться и отредактировать их позже. По сути, мы просто выбираем здесь эти ключевые слова. Так что позволь мне добавить еще пару слов. Давай предположим, что мы хотим сделать что-то вроде этого. Хорошо, я добавил несколько других, и мне, вероятно, понравится. Если я действительно решу использовать это как рекламу, я, вероятно, вернусь и подправлю некоторые из них. Это поможет вам лучше разобраться в этом вопросе. Но сегодня я просто готовлю этот урок для вас. Итак, как вы можете видеть слева, в данный момент мы выбираем ключевые слова, а затем создадим наше объявление. Мы определим стратегию ставок, а затем и бюджет. Так что давайте прокрутим страницу вниз, и я хочу вкратце рассказать о местах размещения и аудитории. Хорошо, что касается мест размещения, маркетологу следует знать следующее. Чем шире потенциальный рынок, тем дешевле будет реклама.
А там все наоборот, не так ли? Так что если вы продаете продукт и можете продавать его в любой точке мира, это будет дешевле за конверсию или за клик, независимо от того, на чем вы основываетесь. Это обойдется дешевле, чем если бы ты пытался понравиться очень конкретным людям. Например, если ты хочешь размещать рекламу только в Нью-Йорке, это обойдется дороже, потому что группа людей меньше. И поэтому ты просто конкурируешь с гораздо большим количеством людей за доступ к рекламе. Это одна конкретная область. Что касается меня, то поскольку у нас есть рекламное агентство, и мы хотим, возможно, ориентироваться только на людей в Пенсильвании, и нам нравится район 3 штатов. Что мы можем сделать здесь, так это, скажем, мы хотим сделать в Пенсильвании и, скажем, в Нью-Йорке. Но, может быть, по какой-то причине нам не нужен Нью-Джерси. И без обид, я люблю своих людей из Джерси, хорошо? Но я просто привожу это в качестве примера. Давайте предположим, что по какой-то причине вы не можете вести бизнес в штате или области, и вы хотите избежать этого, и вы не хотите размещать там рекламу. На самом деле, вы можете исключить эту область. Я знаю, что у меня есть друзья, которые работают водителями эвакуаторов, но по какой-то причине у них нет лицензии на ведение бизнеса в Нью-Джерси. И поэтому они не занимаются там бизнесом, и поэтому ты бы исключил их из своего списка людей, на которых ты нацелен. И поэтому, как только ты определишь свое местоположение, и, как я уже сказал, постарайся сделать это как можно более широким, если сможешь. Потому что это будет, чтобы сделать вашу рекламу дешевле. А она будет становиться все дороже по мере того, как вы будете сокращать количество объявлений и занимать очень узкую нишу в определенной области. И потом у нас есть и другие варианты. Например, хотим ли мы, чтобы этот человек действительно был там, или он просто интересуется этой областью. Так что с этим тоже можно повозиться. А что касается языков, то в данный момент я хочу ориентироваться только на английский. И потом сегменты аудитории — это довольно круто. В прошлом я видел, как они обозначали это другими терминами, но это может быть действительно круто. Например, если ты хочешь, может быть, родителей, или давай перейдем к просмотру здесь, и мы сможем увидеть, кто этот человек на самом деле, не так ли? Итак, если мы нажмем здесь, то сможем увидеть, например, родительский статус. Они родители? Да, может быть, нам нужны родители похожих людей, которые являются подростками, не так ли? На самом деле я не собираюсь этого делать для этого фильма, потому что я работаю в рекламном агентстве. В этом нет никакого смысла. Но ты можешь пойти дальше и сказать, что, может быть, это образование, не так ли? Нам нужны люди, которые, возможно, имеют степень бакалавра, не так ли? Или нам нужны домовладельцы по какой-то причине. Это действительно полезно, например, если вы делаете рекламу для компании, занимающейся ландшафтным дизайном, вы не хотите делать это для арендаторов, потому что вы знаете, что это за тип арендатора, наняв ландшафтного дизайнера, верно? Так что это действительно здорово, иметь возможность определять сегменты аудитории, а затем даже определять занятость, размер компании, отрасль. Здесь можно очень подробно остановиться на этих вопросах, так что это довольно круто. И ты действительно можешь пойти и найти здесь кое-что интересное. Хотя бы ради этого я не собираюсь этого делать, потому что, опять же, если ты как бы расширяешь свою нишу и начинаешь выбирать здесь много вещей, это может в конечном итоге привести к росту стоимости вашей рекламы. Так что на данный момент я собираюсь изложить это в общих чертах, а позже я всегда смогу добавить вот это. Хорошо? И вот тогда они предложат нам варианты. Нам нужна поисковая сеть или также медийная сеть. Мне не нужна медийная реклама. Знаешь, это похоже на то, когда ты что-то ищешь, и вдруг сбоку появляется реклама. На самом деле я этого не хочу. Я собираюсь ограничиться поисковой рекламой в сети, и пока что сделать это очень просто. Так что как только я с этим разберусь, я нажму на кнопку «Готово». Хорошо, а теперь я нажму на кнопку «Далее», и следующим шагом будет, собственно, создание рекламы. Все в порядке, и вот теперь мы создаем нашу поисковую рекламу. Вот увидишь, это будет выглядеть примерно так же. Например, если в итоге ты выбрал другой маршрут и тебе понравилась функция Power Max, которую они от тебя хотели, то, вероятно, при создании рекламы у тебя все равно будут аналогичные настройки. Мне просто нравится, когда ты сводишь все к минимуму и просто занимаешься поисковой рекламой. Так что давай продолжим и добавим кое-что из этого сюда. Итак, во-первых, у нас просто есть URL-адрес нашего веб-сайта, на который мы их отправляем. Это не обязательно должен быть веб-сайт. Это может быть что-то вроде конкретной целевой страницы, на которую вы хотите, чтобы они перешли. Это совершенно круто. А также путь отображения. Так вот, это в основном то, что отображается в объявлении, и мы можем видеть это здесь на боковой панели. Итак, давайте предположим, что мы хотим, чтобы это отображалось как реклама интернет-магазина Antral Media, верно? И вы увидите, что внизу это появится сбоку. Вот так. Смотри, это только что появилось здесь. Окей, вот значит, что это за путь отображения. Это то, что люди видят, когда нажимают на объявление того домена, на которое оно их ведет. А теперь мы просто добавим несколько других заголовков. Итак, заголовки — это вот этот синий текст. Так что давай я просто изменю их, потому что они взяты с нашего веб-сайта, на котором есть много подобных руководств и прочего. Но давай изменим это. И благодаря такому искусственному интеллекту, как Google, они действительно предоставляют нам разные возможности для разных вещей, которые мы можем делать. Но позволь мне просто ввести здесь несколько ключевых слов. И если ты как бы зациклился на этом и не знаешь, какие слова использовать или какие фразы использовать, тогда я дам тебе важный совет, чтобы ты не пытался изобретать велосипед заново. Все в порядке. Вот что я сейчас сделаю. И я всегда рекомендую это всем нашим клиентам и людям, с которыми мы работаем, а также зрителям, которые смотрят это видео. Не пытайтесь изобретать велосипед заново. Если ты хочешь придумать какие-то другие
термины для рекламы, то можешь зайти в чат и посмотреть, что там есть, чтобы получить какие-то идеи. Но что я на самом деле нашел действительно эффективным, так это просто посмотреть, кто уже размещает рекламу на другом рынке. А затем как бы использовать некоторые из их слов или фраз послужит источником вдохновения. Не копируй их, а используй как источник вдохновения. Похоже, у нас есть маркетинговое агентство в Филадельфии, не так ли? Может быть, я поищу маркетинговое агентство в Техасе, не так ли? Давайте взглянем на некоторые рекламные объявления, которые люди там размещают, не так ли? Иногда мы можем увидеть что-то вроде «Эй, а ведь это вполне приличная реклама, не так ли?» И может быть мы хотим использовать слово, которое нам кажется интересным, например, агентство по маркетингу лучших продуктов или ориентированное на результат, не так ли? Или маркетинговое агентство BBC. Так что мы можем просто использовать некоторые из этих слов, которые они используют в качестве вдохновения. Это один из способов, который, на мой взгляд, действительно отлично подходит для создания типов рекламы для показа, не так ли? Небольшое агентство, крупные клиенты, 450 клиентов. На самом деле, я думаю, что это довольно хорошая реклама. Так что, скорее всего, если люди размещают рекламу, то, скорее всего, они размещают ее не просто так, потому что они работают. Так что, как я уже сказал, не пытайтесь полностью изобретать велосипед. Может быть, мы сможем позаимствовать там какие-нибудь идеи. Главное, не копируйте чужую рекламу, если она работает на том же рынке, что и вы. Я бы не советовал этого делать, и это тоже не круто. Так что это похоже на другие рынки за пределами того места, где ты находишься. Хорошо, так что позволь мне просто заполнить несколько случайных заголовков, а затем мы перейдем к другим разделам. Хорошо, я только что заполнил 3 из них. Я бы порекомендовал сделать около 5, но для этого я просто оставлю все как есть и перейду к следующему. Раздел с описанием, в котором будет вот этот небольшой текст внизу. Так что позволь мне тоже кое-что здесь пояснить. Я собираюсь удалить то, что они автоматически заполнили для нас, потому что это взято с нашего веб-сайта, который во многом похож на веб-учебники и тому подобное. Все в порядке, а теперь я просто заполнил здесь несколько описаний, и да, они не очень хороши. Я просто сделал это прямо сейчас, потому что хочу просто показать тебе, для чего это здесь. Так что не стесняйся, напиши описание получше, чем то, что сделал я, и сделай его более пространным и многословным. Но это не обязательно должно быть абсолютно идеально. Например, при запуске рекламы вы должны понимать, что вам никогда не удастся создать идеальное первое объявление. Я видел, как люди тратили $1000 на создание рекламы, а потом выкладывали ее, и она проваливалась. И казалось, что, наверное, вам следовало просто разместить что-нибудь в выходи, даже если тебе это не кажется замечательным. А потом запусти рекламу, извлеки из нее уроки и начинай каждый раз вносить небольшие улучшения на 10%. А еще ты проводишь так называемое тестирование АБ или сплит-тестирование. По сути, ты сравниваешь старую рекламу с новой версией рекламы. Ты видишь, какая из них работает лучше. Новая версия работает лучше. Ты придерживаешься ее, а затем снова немного подправляешь, верно? И каждый раз добавляешь что-то на 10% лучше, пока не получишь идеальную рекламу. Именно так ты и показываешь рекламу, хорошо? Так что ничего страшного, если в первый раз твоя реклама не будет абсолютно идеальной. Все в порядке. Мы также можем добавить ссылки на сайты. Например, может быть, нам нужны различные варианты «Нравится», чтобы люди могли нажимать на них здесь. Мы можем разместить их там. Так что я не собираюсь делать этого для целей этой рекламы. Ты можешь сделать это позже, если захочешь. А потом мы также сможем изменить URL-адреса наших компаний, если захотим отправить их на определенную страницу. Так что я собираюсь нажать здесь «Далее» и двигаться дальше. Хорошо, а теперь мы определяем стратегию участия в торгах. Мы приближаемся к завершению, уже почти на панели управления компанией, и это будет действительно важно. А теперь я хочу показать тебе несколько интересных вещей, которые находятся внутри. Но нам нужно решить, какую стратегию ставок мы хотим использовать. Так вот, Google стремится подтолкнуть людей к конверсиям, и вы можете настроить что-то вроде этого тега Google, чтобы увидеть, что именно для вас является конверсией. Это может быть довольно эффективно. Стратегия старой школы здесь была такой же, как клики или показы. Для этого я на самом деле собираюсь использовать клики по моему объявлению. Это как раз то, что мне нужно. Например, если вы специально размещаете поисковую рекламу в Google, то я бы выбрал именно клики. Но вы можете использовать и конверсии. Все зависит от того, как вы выстраиваете свою воронку продаж и от типа продукта, который вы продаете. Но здесь я хочу просто рассчитать стоимость за клик. И вот что мы, вероятно, также хотим сделать, так это установить максимальную цену за клик. Поскольку я уже знаю, сколько я собираюсь потратить на новых клиентов, и мне нравятся цены на рекламу прямо сейчас. Я знаю, что, вероятно, смогу получать клики дешевле, чем $5. Но если ты не совсем уверен в этом, то можешь оставить это поле пустым и не заполнять его. Если вы работаете с конверсиями, вы также можете установить целевую стоимость за действие, которая представляет собой стоимость КПА за привлечение нового клиента. А что это за цель, не так ли? Для маркетингового агентства, для нас, например, я хочу привлечь клиентов за $100 или меньше. Вот это и будет моей целью. Но в данном случае я рассчитываю на клики, так что я просто поставлю $5. Но, как я уже сказал, ты можешь оставить это поле пустым, и тебе не обязательно вводить его прямо сейчас. Так что я собираюсь нажать здесь «Далее», и это приведет нас на страницу бюджета, где они попытаются заставить нас потратить много денег. Деньги. Но вот что я хочу, чтобы ты сделал. Смотри, они говорят, что рекомендуют, чтобы наш средний дневной бюджет составлял $432. Не делай этого, ладно?
Потому что суть рекламы в том, что начинать нужно с малого. Хорошо? Начинать нужно с малого, чтобы со временем понять, какая реклама эффективна. В противном случае вы только зря потратите деньги, потому что ваша первая реклама не будет лучшей за все время. Вам нужно установить индивидуальный бюджет. И я собираюсь сделать кое-что совсем маленькое. Вы знаете, что мой ежедневный бюджет может составлять всего $20 в день, не так ли? И поэтому я хочу $20 в день. Это все равно будет стоить $140 в неделю. Но я собираюсь заниматься этим неделю, 2-3, пока не выясню, какая реклама работает лучше всего. Как только я найду подходящую лошадь, как только я найду ту, которая похожа на действительно хорошую рекламу, вот тогда вы начнете вкладывать много денег, чтобы немного раскрутить эту рекламу. Но до тех пор, пока вы не создадите действительно хорошую рекламу, просто потратьте достаточно денег, чтобы у вас было достаточно данных. Но не тратьте так много, чтобы просто поджечь деньги. Хорошо, я буду зарабатывать $20 в день. Знаешь, ты можешь заплатить немного больше, если это соответствует бюджету. Только не переборщи с размером. Например, если ты зарабатываешь $1 в день, тебе, вероятно, не понравится, что реклама не будет показываться, и у тебя даже не будет достаточно денег. Данные указывают на то, что работает, а что нет. Все в порядке, а теперь нам просто нужно ввести нашу платежную информацию, и тогда мы наконец попадем на панель управления Google Ads. А потом я покажу тебе, что там внутри. Хорошо, я ввел данные своей кредитной карты, и они также спросят, не хочешь ли ты, чтобы кто-нибудь из Google позвонил тебе по поводу рекламы в Google. Лично я этого не хочу. Я уже очень давно не разговаривал ни с кем из Google. Ты можешь это сделать. Я предполагаю, что они попытаются продать тебе что-то дороже. Так что я больше не хочу никаких телефонных звонков и собираюсь нажать «Отправить». Все в порядке. Теперь нам нужно дождаться одобрения нашей рекламы Google. Они просто хотят убедиться, что ты не совершаешь ничего по-настоящему глупого и противозаконного. Так что это может занять день или два. Обычно на это уходит меньше времени, например, 1 день. Хотя они говорят, что 1 или 2 дня. А потом они попросят нас подключиться к нашему веб-сайту, чтобы мы могли отслеживать наши конверсии и видеть, что работает. Так как наш сайт использует WordPress, мы собираемся это сделать. Вы также можете настроить его с помощью кода, если знаете, как это сделать. Итак, мы собираемся нажать на кнопку «Далее здесь». А затем нам нужно скопировать наш тег отслеживания и разместить его на нашем веб-сайте. Это тоже может немного сбить с толку, и я это понимаю. Но они действительно рассказывают вам, как это сделать на WordPress. И если вы используете другой веб-сайт, например, конструктор веб-сайтов, они должны показать вам, исходя из типа конструктора веб-сайтов, который вы используете для создания своего веб-сайта. Но если вы хотите пройти мимо этого, потому что это раздражает, как будто они не позволяют вам просто пропустить мимо эту часть. Если вы просто нажмете на кнопку «Проверить подключение», и тогда она загорится красным. А затем давайте спустимся вниз и нажмем «Я сделаю это позже». Я действительно рекомендую это сделать. Но, например, если по какой-то причине вы просто не можете, тогда просто скажите, что сделаете это позже. А затем согласитесь, зайдите в свой аккаунт и установите свой тег Google позже. Как я уже сказал, я бы рекомендовал сделать это прямо сейчас, но вы можете сделать это в любое время. И потом иногда аккаунты будут помечаться как подозрительные. Я не знаю, почему они только что отметили меня за подозрительную активность. Это происходит уже в первый раз. Так что если такое случится, ты можешь это исправить и пройти через это. Но это панель управления Google Ads. Иногда она тоже может выглядеть по-другому. У них так много разных функций, всего, что доступно. Но именно здесь вы увидите, как показывается ваша реклама. Так что прямо сейчас мы проведем обзор политики, как только исправим наш заблокированный аккаунт. А потом эта реклама будет показана для нас в рамках кампании номер 1. Так что я хочу показать тебе здесь несколько интересных вещей. Например, если мы перейдем к инструментам, а затем перейдем к планированию и перейдем к чему-то вроде планировщика ключевых слов. Мне действительно нравится планировщик ключевых слов. Я думаю, что это действительно эффективно. Так что давай я покажу тебе, как им пользоваться. Допустим, ты хочешь узнать, что ищут люди, они на самом деле покажут тебе объемы поиска, и тогда ты сможешь открыть для себя новые ключевые слова. Давайте представим, что мы хотим найти новые ключевые слова. И я хочу сказать, что это маркетинговое агентство в Филадельфии, верно? Давайте посмотрим на некоторые ключевые слова, связанные с этим, и на то, что работает. Все в порядке. Таким образом, они покажут нам средний ежемесячный поиск по всем этим различным терминам, верно? Так что, как и в случае с этим термином, они покажут нам разные результаты поиска по этому. Для креативных агентств всех этих разных, они покажут нам в основном количество трафика, которое получает каждый из этих различных поисковых запросов. Так что это очень полезно. Давай вернемся сюда и посмотрим, может быть, объем поиска по определенным запросам, не так ли? Итак, предположим, что нам нужен объем поиска в Google. Как насчет того, чтобы запустить рекламу в Google? А потом посмотри на это. И мы видим, что в среднем от 1000 до 10 человек в месяц ищут информацию о том, как именно запускать рекламу в Google, а также о том, сколько люди платят за то, чтобы быть в верхней части страницы по поисковому запросу. Это примерно $11.53. В нижнем диапазоне от $1 до 0, что на самом деле кажется неправильным, но ничего страшного. Так что этот планировщик ключевых слов в целом довольно классный. Ты можешь повозиться с ним, чтобы найти различный поисковый трафик, а затем также получить новые идеи и новые ключевые слова, которые могут оказаться весьма полезными. Вот что ты можешь
можешь сделать с помощью этого инструмента. Здесь также есть множество других инструментов, которые ты можешь настроить. Но давай вернемся к компаниям. Ты всегда можешь создавать новые компании. Я только что показал тебе, как это сделать с поисковой рекламой. Может быть, когда ты закончишь с поисковой рекламой, ты скажешь: знаешь, я хочу заняться другими вещами. Я хочу, возможно, начать размещать рекламу на YouTube. Ну что же, хорошо, что ты можешь это делать. Так что давай предположим, что ты хочешь увеличить продажи, и тогда ты сможешь это сделать, верно? Вот в чем суть показа рекламы в